История зверя из Живодана – одна из самых загадочных и пугающих историй Франции. Разворачивается во второй половине XVIII века, вскоре после окончания Семилетней войны. Живодан – историческая область южной части Франции, в XVIII веке входившая в состав провинции Лангедок и примерно соответствующей территории современного департамента Лозер. Некоторые люди ошибочно полагают, что эта история – мистификация, раздутая прессой. Но архивы разных департаментов Франции хранят данные о более чем сотне жертв, которые в официальных донесениях интендантов провинции, письмах священников и чиновников приписываются именно действиям живоданского зверя. Война, в которой Франция сражалась против Великобритании и ее союзников, завершилась поражением Франции, утратой колоний и подрывом экономики, и это значительно ослабило влияние короля Людовика XV. Особенно пострадал и без того небогатый регион Живодан, покрытый густыми лесами и долинами, где изолированные деревни были соединены плохими дорогами. Основу экономики региона составляло сельское хозяйство, в частности овцеводство. Частые непогоды привели к наводнениям и неурожаям. Чтобы прокормить семьи, крестьяне были вынуждены продавать большую часть своих овец и коров, что еще больше усилило бедность. К тому времени в Живодане резко возросла численность волков, из-за чего участились нападения на крестьянские стада домашнего скота. Запрет на владение огнестрельным оружием лишал фермеров возможности эффективно защищать своих животных. Однако нападения, начавшиеся в 1764 году, были необычными. Зверь явно предпочитал охотиться на людей, а не на животных. А характер ран, нанесенных хищникам, не соответствовал тому, что могли оставить обычные волки. Во время нападения на добычу, включая человека, волки чаще всего стараются повалить жертву и атакуют наиболее доступные части тела – конечности, бока или спину. Их цель – ослабить жертву, нанося рваные раны. Шею они кусают только в том случае, если хотят быстро обездвижить или задушить добычу. Но такая атака обычно наблюдается при охоте на животных, а не на людей. Атаки в область головы для волков крайне редки и нетипичны. Судя по описаниям очевидцев, зверь обычно прыгал на жертву, метясь при этом именно в шею и голову, нанося удары когтистыми передними лапами. Он описывался как существо необычного размера и силы, с огромной пастью и большими клыками, рыжеватой шерстью, черной полосой вдоль спины и длинным хвостом, оканчивающимся кисточкой. Последствия войны, обнищание, возросшая численность волков и недоверие к власти создали идеальные условия для возникновения паники, которая охватила Живодан после загадочных и жестоких нападений, выходивших за рамки обычной угрозы хищников. Первые нападения произошли в 1764 году в восточной части Живодана, неподалеку от города Лангонь и в лесу Меркуар. Затем зверь переместился в центральный регион, к горному массиву Маржерит, где болотистая местность усложняла его преследование. Зверь действовал на обширной территории, постоянно меняя местоположение и нападая на одиноких мужчин, женщин и детей. Все началось 1 июня 1764 года, когда зверь попытался напасть на крестьянку, пасшую стадо коров в лесу Меркуар. Женщина чудом спаслась благодаря тому, что быки из ее стада отогнали нападавшего. Выжившая крестьянка описала зверя как существо, напоминающее волка, но с крупной головой, рыжеватой шерстью и необычным хвостом. Первой официальной жертвой зверя стала 14-летняя Жанна Буле, убитая 30 июня 1764 года близ деревни Юбак в приходе Сен-Этьен-де-Люк-де-Рес. К концу октября количество жертв зверя достигло 11. В Живодане началась настоящая паника. 31 декабря епископ Менда призвал к молитвам и покаянию. Он назвал зверя бичом Божьим, посланным, чтобы наказать людей за грехи. Когда нападения живоданского зверя достигли ужасающего масштаба, сам король Людовик XV обратил на это внимание и назначил капитана Дюамеля ответственным за его поимку. Дюамель прибыл в регион с отрядом из 57 драгун и организовал масштабные облавы. Он привлекал местных охотников и крестьян, использовал ловушки, приманки и охотничьих собак. Несмотря на значительные усилия, Дюамель не сумел добиться успеха. Живоданский зверь продолжал сеять ужас, оставаясь неуловимым и недосягаемым. Лишь однажды во время этой охоты зверя удалось ранить, и это сделали не солдаты, а местные жители. Охотники Жан-Шарль и Мишель Виньо определили вероятные маршруты передвижения зверя и в начале октября 1764 года отправились на поиски чудовища в густые леса Живодана. Они встретили зверя рядом с деревней, расположенной в западной части региона.
Это была территория с труднопроходимыми участками, каменистыми ущельями и заросшими болотами. Идеальные условия для укрытия хищника. Охотники использовали огнестрельное оружие того времени, которое было не очень точным на больших дистанциях, особенно в условиях густых лесов. Тем не менее, они попали по зверю дважды. После полученных ранений зверь поспешно скрылся в лесной чащобе, и на некоторое время нападения прекратились. Это дало местным жителям и охотникам передышку, и многие начали надеяться, что хищник убит. Однако в конце ноября, спустя месяц, зверь вновь появился, убив 70-летнюю женщину, Катрин Валли. В течение 1764 года жертвами зверя стали более 20 человек, а лишь за январь 1765 он убил еще 18. 12 января 1765 года живоданский зверь напал на группу из 7 детей, среди которых был 13-летний Жак Портфе. Жак скомандовал своим друзьям защищать друг друга и использовать палки как копья. Он поджег одну из палок и использовал ее как факел, чтобы держать зверя на расстоянии. Жак нанес зверю несколько ударов, целясь в пасть и глаза, и тот, рыча, исчез в зарослях. Этот инцидент вызвал большой резонанс. Поступок Жака и его товарищей привлек внимание короля Людовика XV, который наградил детей, выдав Жаку 300 ливров и 350 в сумме для остальных. История о том, как Жак дал отпор живоданскому зверю, быстро разлетелась по округе. Этот случай дал надежду, что зверя можно победить. Драгуны Дюамеля совместно с охотниками периодически уничтожали стаи волков, и в разных источниках можно найти упоминания о сотнях убитых волков за это время. Но зверь продолжал свою собственную охоту, и его аппетиты будто росли с каждым днем. Он уже убивал не раз в неделю, а буквально через день. Иногда сообщения о нападениях следовали одно за одним, из-за чего кто-то предположил, что зверей несколько. Но большинство придерживались мысли, что существо имеет мистическое происхождение и потому способно преодолевать за день немыслимое для обычного хищника расстояние. Вести о звере распространились за пределы Франции. Английские газеты стали высмеивать неспособность французского короля справиться с обычным волком. Людовик XV, недовольный результатами действий драгун, поручил миссию двум опытным охотникам на волков – Жану Шарлю Марку Антуану Вомеслю де Невалю и его сыну Жану Франсуа, а капитану Дюамелю пришлось покинуть Живодан. Де Неваль-старший был одним из известнейших охотников Европы, и за свою жизнь он убил более 1000 волков. Охотники пробовали разные методы. Несколько раз устраивали облавы, в самой крупной из которых участвовало более 700 человек, включая около сотни солдат. Но зверь каждый раз ускользал, будто зная, где планируется очередная облава. Через 4 месяца де Невали истребили огромное количество волков, но так и не добились успеха. Они предположили, что существо отличается от привычных хищников, с которыми они встречались ранее. В архивах сохранилась цитата де Неваля: «Что бы это ни было, это совершенно точно не волк». Местная знать, уже не надеясь на помощь королевского двора, предложила оставлять трупы скота у мест, где обычно видели зверя. Но последний, похоже, мало интересовался животными, и подобные действия ни к чему не привели. В письме господина Эбера господину де Баленвилье от 14 мая 1765 года при организации охоты тот предлагал даже использовать для приманки детей близ тропы, где предположительно мог проходить зверь, естественно заботливо указывая, что они будут находиться под прикрытием охотников, наблюдающих за местностью из укрытий по обе стороны от тропы. Но зверь не купился и на эту уловку. Раздосадованный король отправил на место своего личного советника, также известного охотника, Франсуа Антуана де Батерна, на смену де Невалю. За 3 месяца им и его командой было уничтожено более 1200 волков, но нападения на людей все еще продолжались. Монстр настолько обнаглел, что не боялся показываться и посреди дня. 11 августа 1765 года несколько девушек, среди которых была 20-летняя Мари Жанна Вале, собирались перейти мост через реку. Уже никто не ходил по дорогам спокойно, и у девушек для самозащиты была жертва с закрепленным на ее конце ножом. Зверь появился внезапно и накинулся на них. Те бросились бежать. Все, кроме Мари Жанны, которая вонзила свое импровизированное копье в грудь зверю. Получив неожиданный отпор, окровавленный зверь попятился и упал в реку. Новость быстро достигла Франсуа Антуана, который немедленно отправился на место событий. Там он обнаружил, что копье действительно покрыто кровью, а следы на земле напоминали те, что оставляет зверь. В письме министру королевского двора Сен-Флорентину он сравнил Мари Жанну с Жанной Дарк и назвал ее живоданской девой. В честь ее поступка позже установили скульптуру, которую сейчас можно увидеть в деревне Палак в Лазере.
Между местными охотниками и подчиненными Франсуа Антуана де Батерна время от времени вспыхивали конфликты. 16 августа 1765 года в лесах Маншеве организовали всеобщую охоту. Двое егерей, сопровождавших Батерна, встретили на своем пути троих мужчин – Жана Шастеля и двух его сыновей – Пьера и Антуана, которые, по их словам, также шли по следу зверя. Прежде чем войти в травянистый коридор, проходящий между двумя лесами, егери хотели убедиться, что местность безопасна для проезда, и там нет топей. Когда один из них попросил Антуана Шастеля, который отлично знал местный ландшафт, указать безопасный маршрут, тот сознательно указал неверное направление, и лошадь егеря увязла в трясине. Вместо того, чтобы извиниться, Антуан лишь высмеял подчиненного Батерна. Последовала драка. В отчете указано, что один из Шастелей даже направил на королевского охотника оружие. Разъяренный лейтенант Батерн велел арестовать Шастелей, и они провели более 3 месяцев в тюрьме Сога. Об этом моменте я еще упомяну позже, так как на этом участие семьи Шастелей в истории живоданского зверя не заканчивается. Практически вслед за этим событием, 20 сентября, Франсуа Антуан де Батерн услышал, что гигантский волк был замечен в лесу Помье, близ аббатства Шаз. Охотник собрал команду и сразу же выдвинулся на место. Быстро выйдя на след, он наконец увидел огромного зверя. Он сделал несколько выстрелов, попал в цель. И сперва раненый зверь пытался бежать, но затем, после еще одного попадания, развернулся и бросился на Батерна. Его племянник Ричард сделал выстрел из карабина, который отбросил и добил животное. Волк был действительно огромен, высотой 80 сантиметров, длиной 170 и весом 60 килограмм, с большой головой и когтями длиной 3,5 сантиметра. У волков, живущих в дикой природе, когти регулярно стираются о землю и камни, поэтому они редко бывают слишком длинными. 3,5 сантиметра довольно внушительная длина, учитывая, что волки не втягивают когти, как кошачьи. На теле зверя обнаружилось много ран, в том числе рана на груди, похожая на рану от удара копья. Некоторые свидетели нападения признали в нем зверя, которого они видели. Нападения более чем на месяц прекратились, и охотника везде встречали как героя. Он направил донесение королю, в котором написал: «Я заявляю настоящим отчетом, что никогда не видел волка, который мог бы сравниться с этим. Поэтому я считаю, что это мог быть тот страшный зверь, который нанес столько ущерба». Из волка сделали чучело и доставили в Версаль. Король был вне себя от счастья и даровал Франсуа Антуану де Батерну астрономическую сумму в 9000 ливров. Оставшиеся дни осени 1766 года прошли спокойно. Однако 2 декабря двое мальчиков в возрасте 6 и 12 лет подверглись новому нападению. Зверь попытался схватить младшего, но старшему удалось отогнать его. Очевидно, зверь не ожидал такого яростного сопротивления и отступил. Как уже упоминалось, он чаще предпочитал скрытность и внезапность, когда жертвы не были готовы дать отпор. Вскоре последовали другие сообщения о нападениях. Однако люди все еще сомневались, и кто-то приписывал это обычным волкам. В январе интендант Аверни предупредил короля о том, что люди снова стали пропадать, и несколько человек нашли растерзанными. Но Людовик XV больше ничего не хотел слышать о звере. Газеты молчали и больше не сообщали о новых убийствах, которые происходили в Живодане. Местные охотники пытались его снова выследить, но безрезультатно, и он продолжал убивать в течение всего 1766 года. Однако теперь он нападал реже и стал намного осторожнее. Об этом свидетельствует переписка местного кюре Алье с Этьеном Лафоном, интендантом провинции Лангедок, частью которой был Живодан. После многочисленных безуспешных попыток убить зверя, в 1767 году местный дворянин маркиз Д'Апше организовал новую охоту. В состав его группы входил и Жан Шастель, уже известный нам охотник, ранее имевший конфликт с королевскими егерями. В некоторых рассказах упоминают, что незадолго до этой охоты племянница Жана Шастеля была убита зверем. Шастель и другие охотники устроили засаду в лесу Теназер, где, по слухам, зверь часто появлялся. Жан взял с собой Библию и ружье, заряженное серебряными пулями. По его словам, когда зверь появился, он остановился и пристально посмотрел на охотника, словно зачарованный. Шастель спокойно достал молитвенник, прочитал молитву, затем прицелился и выстрелил дважды. Одна из серебряных пуль попала в сердце зверя, убив его на месте. После этого тело зверя отправили маркизу Д'Апше. Согласно сохранившемуся описанию, убитый зверь оказался крупным, но далеко не таким гигантским, как утверждали очевидцы.
21 июня 1767 года, на следующий день после убийства зверя Жаном Шастелем, королевский нотариус Рошетьен-Марин составил официальный отчет о вскрытии, которое проходило в замке Беск маркиза Дапше в Шаре. Этот документ, сохранившийся во французском национальном архиве, был обнаружен лишь в 1952 году историком Элизой Сеген. В описании длина тела зверя составляла около метра без учета хвоста. Вес был около 50 килограмм. У него была густая шерсть серо-бурого оттенка с красноватыми пятнами на боках и животе. Крупная голова с массивной челюстью и вытянутой мордой, напоминающей волчью, но с короткими ушами. В документе подробно зафиксированы раны и шрамы зверя. В заключении приводятся показания нескольких очевидцев, которые утверждали, что узнают в нем того самого хищника. После убийства зверя его тело сначала показали маркизу Дапше, а затем отправили ко двору короля Людовика XV. Однако из-за жиры туша начала разлагаться, в итоге ее выбросили. Так что точные исследования так и не были проведены. Из-за этого многие до сих пор спорят, был ли это действительно тот самый живоданский зверь. Ведь описания выживших жертв указывают на куда более крупное и устрашающее существо. Рассказ о серебряных пулях и молитве напоминает мифологический сюжет, из-за чего вызывает скептическое отношение среди историков. Однако после убийства этого зверя атаки прекратились, и Живодан больше не страдал от нападений. Вопрос о том, кем или чем на самом деле было это существо, до сих пор остается без однозначного ответа. Показания очевидцев разнятся, но в целом большинство указывают сходные детали в его описании. Зверь почти не оставляет следов, а те, что остаются, не похожи на следы волка. Бока его тела имеют красноватый оттенок, грудь и низ живота белый, спина темного цвета с черной полосой, проходящей вдоль всего позвоночника. Хвост длинный, пушистый и приподнятый. Некоторые упоминают, что оканчивается он кисточкой. Зверь отличается фантастическими скоростью и ловкостью. У него худощавое телосложение. Обычно он прячется в хозяйственных постройках или на пастбищах за кустарником, приподнимая голову, чтобы высматривать добычу, на которую затем внезапно нападает. Также отмечалось, что он усаживается на задние лапы на вершине какого-нибудь камня или возвышенности, чтобы наблюдать за тем, что происходит в долинах, хозяйственных угодьях и пастбищах. Когда он решает приблизиться к своей жертве, то ползет по земле, как змея. Когда он сталкивается с сопротивлением, то отходит назад, иногда садится на задние конечности на несколько мгновений. И если его не преследуют, возвращается к атаке. Такое поведение скорее характерно для леопардов, львов и гепардов. Именно кошачьи специализируются на скрытной атаке, двигаются бесшумно, приседая низко к земле, чтобы быть незаметными для добычи. Волки, как правило, не используют столь скрытные маневры. Их стратегия – преследование и загон добычи, и они делают ставку на выносливость и командную работу. Есть волки-одиночки, которые живут вне стаи, но они все же редко нападают на человека. Некоторые исследователи выдвигали версию, что загадочное существо могло быть гиеной или даже несколькими особями, завезенными из Африки. Гиены, несмотря на их привычный образ падальщиков, являются также активными охотниками, способными преследовать добычу и наносить смертельные укусы. Они отличаются мощными челюстями, способными разгрызать кости, и необычным строением задних конечностей, что делает их походку несколько неровной, похожей на ту, которую описывали очевидцы. Кроме того, гиены умеют приседать и красться, а их повадки в целом ближе к кошачьим, чем к волчьим. Возможность существования популяции гиен в Европе XVIII века маловероятна, но не невозможно, особенно если учесть случаи побегов экзотических животных из частных зверинцев. Письмо господина де Вижье, первого консула Сен-Флера, господину де Боленвилье 2 января 1765 года, указывает на то, что несколько нападений произошли в одно и то же время в разных местах, потому можно предположить, что действует не один, а группа хищников одного вида. В некоторых рассказах упоминается, что более крупное животное сопровождалось спутником, зверем меньшего размера. Также охотники говорили, что иногда замечали рядом со следами зверя человеческие следы, что на фоне паники сперва породило слухи об оборотне. Но позже появились свидетельства того, что рядом со зверем Живодана несколько раз видели таинственного человека. Это привело к версиям о том, что зверь был не просто хищником, а существом натренированным и направляемым садистом или тайным культом для охоты на людей. В этом случае существо могло быть гибридом волка и собаки, огромным мастифом или даже экзотическим зверем, специально обученным убивать. Некоторые историки и исследователи связывают зверя с оккультными практиками, предполагая, что секретное общество или культ использовали его для ритуальных убийств или запугивания местных жителей.
В этом ключе особенно подозрительным кажется факт, что жертвами нападений в основном становились женщины и дети, что указывало на возможный преднамеренный отбор жертв, а не на случайное нападение хищника. В 1988 году Раймон Франсис Дюбуа выдвинул гипотезу о боевой собаке, покрытой жилетом или нагрудником из кабаньих шкур и защищающим ее от пули ножей. В данном контексте интересна личность Антуана Шастеля, сына Жана Шастеля, человека, убившего зверя. Его описывают как жестокого и нелюдимого человека, жившего в уединении в густых лесах у подножия горного массива Маржерит. Существует множество историй о жизни Антуана Шастеля до 1764 года, включая его возможное путешествие в Африку, связь с пиратами и жизнь среди аборигенов. Согласно некоторым, он был захвачен алжирскими пиратами и провел несколько лет среди берберов, усваивая их культуру и навыки выживания, обучаясь новым техникам охоты и укрощения животных. По словам местных жителей Живодана, он занимался разведением волкодавов и обладал особым талантом в дрессировке животных. Некоторые считают, что именно он мог вырастить и натренировать зверя, а затем намеренно выпустить его ради мести или фанатичной идеи. Есть версия, что Жан, отец Антуана, убил зверя лишь после того, как дело коснулось его семьи. От лап зверя погибла племянница. Зверь вовсе не стоял очарованным молитвой. Он просто вышел навстречу одному из своих хозяев, подойдя достаточно близко, чтобы тот мог гарантированно сделать точный выстрел. После гибели зверя в 1767 году Антуан навсегда исчезает из Живодана, и больше упоминания о его фигуре в исторических источниках не встречается. Примечательным является этот факт, что после драки с королевскими охотниками и последующим арестом Шастелей нападения зверя прекратились. В течение 122 дней не было сообщений о новых случаях. Королевский охотник де Батерн связывал длительную паузу с убийством волка из Шаз. Однако после освобождения Шастелей зверь снова начал проявлять активность. Где же Антуан мог укрывать необычного хищника? Ведь уже тогда некоторые местные жители подозревали его связь со зверем. Можно предположить, что действовал он не один, и что у него был покровитель из местной знати. У аристократов была возможность привезти экзотическое животное, либо нескольких, как с Африки, так и с Нового Света. В 1992 году специалист по диким зверям Мишель Луи официально обвинил графа Маранжи в соучастии с Жаном Шастелем в преступлениях живоданского зверя. Несмотря на частое упоминание графа в художественной литературе, нет исторических источников, которые связывали бы этих двух людей. Итак, прошло более 250 лет, но все еще остается неясным, кем же был на самом деле живоданский зверь. Был ли это мутировавший хищник, дрессированное животное или нечто совсем иное? Почему он действовал так необычно? Действительно ли после его гибели нападения прекратились? Или в истории есть недосказанность? Вне зависимости от ответов, эта история навсегда осталась в памяти людей, превратившись в одну из самых загадочных и мрачных легенд Франции.